Так, давайте на примере посмотрим задачи. Это задача Григорьева, как пользоваться ключевыми полями. Итак, здесь ключевое поле для белых – это король Е2 должен стать, поле Е2. И, соответственно, поле b3 – это тоже ключевое поле для белого короля. Соответственно, поле b4 – это ключевое поле для черного короля. Если бы был ход белых, то уже партия сразу понятно, что выигралась. Неважно, как здесь играть, мы начинаем обходить, да, и попадаем к пешке, и две пешки проходят. Здесь взаимный цугцванг никакой роли не играет при двух пешках. Так, и посмотрим, что будет при ходе черных. Здесь очень важно, как сыграть. Задача черных – попасть на b4. При этом очень важно не пустить короля на e2. Если вы сыграете сразу e3, этот ход проигрывает. Почему? Играем король d1, вы играете на d4, идете к полю b4, а король успевает попасть на e2. Так, и можете дальше сами проверить, поиграйте, попробуйте. И если у вас не получится, спрашивайте, задавайте вопросы, пишите в комментариях, что у вас получилось. Так, а как же здесь правильно играть? А здесь правильный ход король f3. Важно, то есть задача черных – оттолкнуть белого короля как можно дальше от поля e2. Смотрим. Король d1, король e3. Здесь даже, можно сказать, сработало правило треугольника. Как бы передача хода сопернику. Так, король ушел на c1, и на поле e2 белый король попасть уже не может. Он стремится к полю b3, но мы занимаем поле b4. Ничья. Так, и посмотрим следующую позицию сразу с вами. Вот такую. Ход белых. Опять же, расставьте у себя на доске. Сначала нажмите на паузу, сначала попробуйте сами подвигать и посмотреть, что получится. Куда вы собираетесь двигаться своим королем? Как должна закончиться здесь эта партия? Какой исход борьбы может быть? Белые пешки идут наверх, черные идут вниз. Итак, что обычно сразу начинается? Да, интуитивно вы хотите сыграть королем, пойти к своей пешке. Ну, посмотрим, как что из этого получится. Король пошел, черный король тоже пошел. Итак, ключевое поле для черного короля – это поле А6. То есть король должен защитить, успеть свою пешку. Что он и делает. Белый король вынужден отойти, неважно куда. И черный король уничтожает пешку, он находится перед пешкой. Белый король, естественно, не успевает. Так, а какова цель была похода королем? Защитить пешку? Но король не успевает, да, это очевидно. Итак, белые здесь рассчитывают на ничью. И они будут стараться попасть на ключевое поле b4 здесь. Играем. Король g3. Черный король пытается остановить белого короля. Так, ну все равно задача ясна, чтобы пешка прошла, да, они в блоке стоят обе. Надо уничтожить пешку соперника. Мы идем в обход. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так, король пошел, двигается к пешке, и мы уже видим, что белый король успевает занять ключевое поле b4, и на доске стоит опять позиция взаимного цугцванга. Здесь ход черных, и мы не пускаем короля выйти, чтобы освободить свою пешку.